Париж в крови. Гильотина работает без остановки. Каждый день головы катятся в корзины. И в этот кромешный ужас приходит одна женщина, которая точно знает, кто умрет следующим. Ее боятся, ее ненавидят, но к ней тайком идут даже те, кто отправляет людей на эшафот. Ее звали Мария Ленорман, Черная Мария. Гадалка, чьи карты были страшнее любого приговора революционного трибунала. В 1793 году в тюремной камере она смотрит прямо в глаза молодой Жозефине де Бааргане и произносит холодный приговор: «Твой муж будет казнен, но ты выживешь. Ты станешь императрицей Франции, а потом муж бросит тебя ради другой и умрет в одиночестве на далеком забытом острове». Каждое слово сбылось с пугающей точностью. Она заранее назвала смерть Марата, падение и казнь Робеспьера, взлет и крах Наполеона. Когда в 1809 году император действительно развелся с Жозефиной, именно так, как предсказывала Ленорман, Наполеон пришел в ярость. Он приказывал арестовывать ее, но Жозефина продолжала тайком пробираться к Черной Марии. А Ленорман, сидя в тюрьме, спокойно улыбалась тюремщикам и говорила: 5 мая 1821 года он умрет. И Наполеон действительно умер именно в этот день на острове Святой Елены. Как она это делала? Откуда знала будущее с такой дьявольской точностью? Была ли это гениальная наблюдательность, или она действительно видела то, что скрыто от остальных? До самой своей смерти в 1843 году короли, революционеры и аристократы тайком шли к ней. Ее система гадания на картах живет до сих пор и носит ее имя. Но если одна женщина могла так точно предсказывать взлет и падение тех, кто правил Европой, то что происходило, когда на сцену выходил человек, который не просто предсказывал будущее, а буквально нарушал законы физики на глазах у императоров? Что, если бы вы лично увидели, как обычный человек спокойно поднимается в воздух и парит под потолком на глазах у двух самых могущественных правителей мира? Без веревок, без механизмов, без малейшего объяснения. И никто, абсолютно никто, так и не смог его разоблачить. Его звали Даниэль Данглас Хьюм, и в XIX веке он заставил дрожать от ужаса и восторга целые императорские дворы. Представьте темный зал дворца Тюильри в 1857 году. Наполеон III и императрица Евгения замерли в напряжении. Свет медленно гаснет, и вдруг тело Хьюма плавно отрывается от пола. Он поднимается все выше, зависает горизонтально почти под самым потолком и висит в воздухе, как будто гравитация для него не существует. Придворные в шоке. Сердца бьются так, что, кажется, они разорвутся. Кто-то в ужасе шепчет: «Это невозможно, это дьявольщина». Через несколько лет то же самое повторяется в Зимнем дворце перед Александром II. Русский царь лично наблюдает, как Хьюм парит в воздухе. Один из офицеров в отчаянии пытается схватить его за ноги, рука проходит сквозь пустоту. Лучшие фокусники Европы, включая самого Гудена, бросились разгадывать секрет. Они искали нитки, блоки, зеркала и сдались. Мы ничего не нашли. Хьюм никогда не брал денег с монархов, он просто приходил и делал это. Столы двигались сами собой, невидимые руки касались лиц императриц, мысли правителей читались вслух. Как такое вообще могло происходить? Массовый гипноз? Или на несколько минут действительно открывалась дверь в иной мир? Хьюм унес свою тайну в могилу в 1886 году. Никто так и не смог повторить его левитацию при строгом контроле. Но если один человек мог так легко нарушать законы физики перед двумя императорами,
то что мог сделать тот, кто не просто летал, а предсказывал и провоцировал события, которые меняли ход истории целой страны? Берлин. Начало 1933 года. Будущий диктатор еще не держит всю Германию за горло. И вдруг один человек выходит на сцену и громко, уверенно заявляет: «Я вижу огромный огонь. Здание, символ демократии, будет полностью охвачено пламенем. И этот пожар принесет вам абсолютную, неограниченную власть». Через несколько недель после этих слов загорелся Рейхстаг. Эрик Ян Ханусен, гипнотизер, ясновидящий, новый любимец нацистской верхушки. Он устраивал для них роскошные оккультные печалинки, давал пророческие советы, одалживал огромные суммы и предсказывал политические события с ужасающей точностью. Гитлер и Геббельс слушали его, верили ему и, возможно, даже боялись. Но у этого пророка была одна смертельно опасная тайна. Его настоящее имя — Ершель Штайншнайдер. Он был евреем, и он знал слишком много. Кто на самом деле стоял за пожаром Рейхстага, какие интриги плетутся внутри партий. В марте 1933 года его тело нашли в лесу под Берлином, изрешеченное пулями. Официально убит коммунистами. На деле его хладнокровно устранили свои же недавние покровители. Как человек, который помог разжечь пожар Третьего Рейха, мог быть так быстро и жестоко сожран этим же огнем? Он читал людей лучше любого детектора лжи, гипнотизировал толпы, заставлял верить в невозможное. Но когда он подошел слишком близко к настоящей власти, власть безжалостно его уничтожила. Если даже такой мастер манипуляции и пророчества был убит своими, то что же тогда происходило с теми, кто играл в эти опасные игры при королевских дворах за сотни лет до него? Что, если бы вам в темной комнате предложили глоток эликсира, который дарит вечную молодость и бессмертие? И вы бы поверили. И вместе с вами поверили бы короли, императрицы и вся европейская аристократия. Его настоящее имя — Джузеппе Бальзамо, но он вошел в историю как граф Александр Калиостро, самый дерзкий и загадочный мистик XVIII века. Он колесил по всем королевским дворам Европы и творил настоящие чудеса. На глазах у завороженных аристократов превращал свинец в золото, раздавал эликсир бессмертия, проводил таинственные египетские ритуалы, от которых женщины теряли сознание, а мужчины становились фанатическими последователями его египетского масонства. Калиостро утверждал, что ему больше 2000 лет, что он учился у древних египетских жрецов и лично встречался с графом Сен-Жерменом. И ему верили. Париж, Лондон, Санкт-Петербург — вся Европа была у его ног. Но в 1785 году разразился чудовищный скандал с ожерельем королевы, который сильно подорвал репутацию Марии Антуанетты и стал одной из искр будущей французской революции. Калиостро обвинили в мошенничестве. Инквизиция схватила его в Риме. Обвинение — ересь, колдовство, масонство. В мрачной крепости Сан-Лео он медленно угасал в одиночной камере и умер в 1795 году, забытый и сломленный. Был ли он величайшим обманщиком всех времен, или за его красивыми трюками скрывались настоящие тайны, которые пугали даже его самого? Если один авантюрист смог запутать целые королевские дворы и приблизить революцию,
то что мог сделать настоящий ученый, который искренне верил, что разговаривает напрямую с ангелами? Англия XVI века. Пока Испания готовит непобедимую армаду, а Шекспир пишет свои бессмертные пьесы, при дворе Елизаветы I работает человек, который одновременно был блестящим ученым и самым настоящим магом. Джон Ди, королевский астролог, математик, владелец одной из самых больших тайных библиотек Европы. Он лично выбирал дату коронации королевы по расположению звезд, давал советы по войне, навигации и разведке, а по ночам проводил сеансы с ангелами. Вместе с медиумом он часами всматривался в хрустальный шар. Ангелы диктовали ему совершенно новый язык, енохианский, язык самовытворения. Ди записывал каждое слово. Этот язык, по их словам, должен был открыть человечеству тайны Вселенной. Свои сверхсекретные разведдонесения он подписывал кодом 007, только для глаз Ее Величества. 2 нуля — глаза шпиона, 7 — священное магическое число. Именно этот код спустя 4 века вдохновит Яна Флеминга создать Джеймса Бонда. Но чем глубже Джон Ди погружался в мир ангелов, тем страшнее становилась цена. Его жизнь постепенно разрушалась. В старости великий маг нищенствовал и продавал свои драгоценные книги, чтобы просто выжить. Он умер в 1608 году, но его енохианский язык и тайные дневники до сих пор используют оккультисты по всему миру. 5 человек, 5 эпох, 5 историй, где магия, обман, пророчество и власть сплелись в один смертельно опасный клубок. Кто из них был самым опасным? И где, в конце концов, заканчивается ловкий обман и начинается настоящее, сверхъестественное? Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, кто из этих людей поразил вас больше всего.